Я приветствую тебя, друг. Сегодня поговорим, почему заводы не привлекают молодежь. Почему каждый молодой человек хочет работать охранником, кладовщиком, где-то там убирать снег, заливать лед, но не только не на заводе. Причем на завод его не загнать, ну просто никак. Для него это страшно, для него это ужас, и он даже при первой мысли, что он работает на предприятии, что он встает рано, идет на работу и с пропуском проходит проходную, для него это кошмар. Поговорим в сегодняшнем видео. Не переключайся. Погнали. Итак, почему же современная молодежь не задерживается на предприятиях и вовсе не хочет туда идти, их просто не загнать даже на отработку, на какой-то завод, пусть даже не самый-самый бесперспективный, но все же. Первое, что сразу бросается в глаза каждого специалиста, это тяжесть работы. Естественно, человек приходит, отучившись в каком-то техникуме, училище, даже, может быть, в университете, и не получив какую-то ИТРовскую должность, а может быть и не хотел он получать эту ИТРовскую должность, он становится за станок. За станком работа достаточно тяжелая, зачастую неблагодарная, с позиции такой, что в принципе пока человек молодой, он ничего не знает, соответственно он не может зарабатывать достойную заработную плату в связи с тем, что он не обладает какими-то специальными навыками, да и просто не умеет работать на оборудовании. В связи с этим его заработная плата, во всяком случае в течение нескольких месяцев, очень и очень минимальна. Конечно, ему объясняют, что твоя заработная плата будет со временем расти, она будет увеличиваться, ты будешь зарабатывать больше, у тебя будут надбавки за стаж и так далее, и так далее, и так далее. На некоторых предприятиях платится даже какое-то минимальное пособие, чтобы как-то компенсировать вот этот вот дисбаланс. Но человек устроен, к сожалению, так, что если он в ближайшее время, там 3, 4, 5, 6 месяцев не получает какой-то результат от своих действий, то 80%, я думаю, даже может и 90% таких специалистов просто разочаровываются в данной работе и уходят. Работа очень сложная, зарплата достаточно низкая. Второе. Нету каких-то перспектив, прямо вот видимых, да, для человека, работать в дальнейшем на предприятии. Вот, к примеру, приходит какой-то специалист, устраивается инженером или устраивается мастером, и, в принципе, он, работая, видит, что, да, работа вроде идет, работа кипит, работы хватает, он работает, проходит год-два, заработная плата у него, к сожалению, уровень достаточно невысокий. Он видит, что в принципе, даже если он начнет подниматься по карьерной лестнице, то дойти до какого-то более или менее нормального заработка, это очень долго будет происходить, а в некоторых случаях и вовсе может и не произойти. Поэтому вот это тоже начинает немножко людей расшатывать, и начинается вот эта пробуксовка, которая уже начинает склонять человека либо менять сферу деятельности на предприятии, и это хорошо, если происходит так, либо вовсе отказываться от этого предприятия, искать счастье на другом предприятии в лучшем случае, или уходить вовсе в какое-то, так сказать, свободное плавание и уже искать чего-то совершенно другого. Третье. Что сказать про заработную плату, которую платят на предприятиях? Сказать, что платят мало, не скажу. Конечно, если периферийные брать заводы, какие-то областные, да, то в областных центрах, а может быть где-то в каких-то на окраинах, как говорится, этих областных центров, то, конечно, там ситуация может быть похуже, и, соответственно, заработная плата там тоже будет поменьше. Если брать более-менее такие заводы крупные, да, которые не только в России, в Беларуси, в Украине, да, существуют крупные такие, может быть, где-то градообразующие предприятия, да, то там зарплата еще более-менее. Но есть такое понятие конкурентная заработная плата. То есть специалисты, которые работают на предприятиях, они могут работать как за оборудованием, так они могут работать и в каком-то инженерно-техническими работниками, персоналом, или вспомогательными работниками, то их заработная плата порой даже меньше, чем у какого-нибудь среднестатистического охранника в магазине или кладовщика в том же магазине.
И если раньше человек за станком, если он даже не являлся суперпрофессионалом, мог заработать вполне приличные деньги, то, к сожалению, на сегодняшний день эти деньги не конкурируют с заработными платами, которые предлагают за пределами этих предприятий. Четвертое, что также достаточно сильно угнетает вот эту молодежь, которая приходит, это режимность предприятий. В большинстве случаев на всех предприятиях введен режим, и там есть заборы, есть охрана, невозможно выйти, зайти, пропускная система, обед в одно и то же время. И уже работники, которые проработали долгое время на предприятиях, они в принципе уже привыкают к этой работе, и им кажется, что это вполне нормально, в том числе как бы и я, да, и это сильно не напрягает. Но я общаюсь с молодыми ребятами, которые тоже работают на предприятии, они очень недовольны этой системой, им не нравится сам этот процесс, как эти проходные, там, да, где надо проходить, что надо пропускать, куда-то что-то нужно отчитываться, не уйти, не зайти. То есть это тяжело психологически, конечно, принять. Но я вас уверяю, что проработав какое-то время, люди привыкают, и в принципе их это уже не смущает, и они в принципе могут вполне себе работать. А теперь еще давайте поговорим, что же, по моему мнению, и вообще все, что я сейчас говорю, это мое только субъективное мнение, то есть это мои мысли, я так думаю. Может быть, вы добавите в комментариях, вы обязательно напишите, почему вы считаете, молодежь так шарахается от заводов и не хочет на них идти. Ну, все мы видим, что очень мало молодежи присутствует на наших предприятиях. Вот смотрите, вот к чему может привести отсутствие молодежи. Это тема такая интересная, но я вам скажу так. Есть хорошая поговорка. Старый конь он бразду не портит, но новую уже тоже не прокладывает. Поэтому молодежь, в принципе, как бы то ни было, да, у нее другое видение каких-то процессов, конструкций, технологий. И если человек втягивается в эту тему, я знаю по себе, если он втягивается, если ему нравится, то у него проявляются иррационализаторские предложения, и у него появляется возможность, особенно желание учиться дальше, развиваться в своей отрасли, будь это какая-то пищевая промышленность, легкая промышленность, машиностроение или химическая промышленность. Человек начинает втягиваться именно в эту профессию. Вот и я к этому пришел, открыл свой YouTube-канал, чтобы передавать свои знания и делиться ими с вами. Поэтому отсутствие молодежи на предприятиях, к сожалению, начинает потихоньку затормаживать вот этот процесс, и все становится таким обыденным, все становится поэтапным, все становится системным, и, к сожалению, нету людей, которые пытаются вдохнуть какую-то новую искру в работу этих предприятий. Повторюсь, это мое субъективное мнение. Свое мнение ты пиши в комментарии. Не забывай ставить лайк, делись с своими друзьями. Всем хорошего дня и классной работы. Пока-пока.